Всем большой привет! Как вы поняли из названия ролика, на канале у меня появился новый раздел, новый плейлист, и он посвящен токарке. Перед вами станок токарный, Белмаш. Название его точно не помню, по-моему, VL350 на 1100, то есть они на 1100. Но прежде чем приступить к токарке, а станок я купил уже достаточно давно, уже более 1,5 лет назад, а то и 2 года, мне надо было купить к нему патрон и надо было купить резцы. И то, и другое стоит не так уж и дешево. Поэтому, что касается резцов, для начала я решил резцы сделать сам. Ну, вернее, не от начала до конца. Я купил заготовки. И сегодня я хочу показать, как я их буду делать. Итак, мы переместились на рабочий стол. Здесь у меня представлено 7 резцов, по-моему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 считать не умею. 8 резцов, я их купил как заготовки. Стоят они, ну, реально копейки. Я думаю, что все 8 резцов, это будет примерно 1/4 часть стоимости одного резца, например, какого-нибудь штубая. Вот, у меня есть несколько рееров. Один такой большой, два поменьше. Есть два меселя. Правда, с правой и с левой заточкой. Есть отрезной резец, есть стамеска прямая, есть вот такой вот, ну, по-разному называют, либо обдирочный резец, либо скребок, скрепер, по-разному. Вот, и мне надо сделать для него ручки. Ручки я хочу сделать, ну, достаточно длинные. Вот у меня есть такие заготовки. Взял я сейчас ольху. Это у меня то, что осталось от изготовления дверей. Ольха достаточно такой податливый материал. Резцы я немножко, вернее, эти заготовки заточил, потому что ими я и буду сейчас делать. Длина заготовки у меня 50 сантиметров. Ширина, ну они квадратики, по 5 сантиметров. Сама ручка у меня будет где-то в районе 4. Но вот такая заготовка, я думаю, мне подойдет. Я накернил с 2 сторон. Сделал такие небольшие отверстия. Сейчас пойду устанавливать на станок. Перехожу к станку. Точить я буду между 2 центрами. Поэтому не буду я забивать заготовку. Я ее, думаю, и так смогу закрепить. Отверстие я старался делать по центру, то есть перекрестие 2 линий. Зажимаю заднюю бабку. Таким образом я установил подручник, зафиксировал его, зажал заготовку и сейчас начну точить. Начну я реером, ну немножко я его подточил, не знаю, насколько это будет хорошо. Скорость я установил примерно 1000 оборотов. Ну вот, постепенно я буду из этого четырехугольника делать цилиндр. Сразу скажу, не сказал, наверное, надо было. Последний раз я занимался точением лет 35 назад, когда еще учился в школе, школьными резцами, на школьных станках. После этого опыта у меня не было, поэтому буду его приобретать вот сейчас в ходе работы. Ну, следующий там, вернее, этот этап надо завершить. Я сделаю цилиндр и потом, наверное, включусь. Вытащил я вот такой вот цилиндр. Напоминаю, длина его 50 сантиметров. Сам резец я хочу сделать где-то 45-43 сантиметра. Понятно, что он не идеально ровный. Точил я его так на глаз. Ну, посмотрел примерно. Здесь вот 40 есть. Итак,
Следующее, что я делаю, это разметка. Допустим, что конец резца у меня будет здесь. Дальше мне надо будет отложить. Я буду делать кольцо обжимное. Я его буду делать где-то 2,5 сантиметра. Возьму с запасиком сейчас 3. Дальше расстояние от кольца до конца резца у меня будет получаться 46. Ну, сделаю вот 46. Сам резец у меня здесь будет грушевидной формы, то есть здесь у меня будет такая груша, чтобы можно было держаться и поддерживать. Дальше он будет сужаться, и грушевидная форма будет, ну, вот ближе к концу резца, чтобы можно было второй рукой, ну, упираться. То есть где-то вот здесь вот. То есть резец у меня пойдет, ну, так вот на сужение. Здесь будет тонкая часть, и здесь опять расширение. Ну, так, примерно такой формы. Не знаю, будет ли это хорошо. Здесь вот еще поставил одну отметку. Это вот мое грушевидное расширение. Оно здесь вот начнет сужаться. Здесь будет тоньше. Здесь будет больше и назад. То есть мне осталось сейчас проточить все элементы. Трубку я буду сюда насаживать. Есть у меня алюминиевая, другой, к сожалению, не нашел. Внутренний диаметр ее 17, то есть здесь вот этот вот перешеек у меня будет 17 диаметром. Здесь 4, уходим почти до 3 и здесь расширяемся к 4. Ну, то есть ничего такого особо сложного нету. Продолжаю точение. Закончил я вытачивать саму ручку, но я имею в виду геометрию этой ручки, та, которая меня устраивает. Конечно, сейчас похожу вокруг, посмотрю. Но, в принципе, то, чего я хотел добиться. Вот здесь я смогу держать, такая грушевидная форма. И дальше, в конце, это то, что можно второй рукой, ну, упираться, ощущать там окончание резца. Здесь я сделал такую тоненькую шейку, чтобы одеть колечко. Сейчас буду делать приспособление, чтобы отпилить это кольцо и сюда его поставить. Отрезал я от трубы вот такую вот оправку из алюминия. Делал это я при помощи, ну, вот такого приспособления, самого простого. Сверлится отверстие по диаметру трубы и потом зажимается в тисках, сдавливая. И ровненько можно отпилить. Но это не суть, можно отпилить как угодно, потом подровнять. Сейчас попытаюсь одеть оправку на резец. Надеюсь, что я правильно выточил. Вот сюда. Оно идет как бы с небольшим напрягом. Но вот в конце я, видимо, мало снял. Но сейчас я попробую при помощи дополнительной трубочки. И вот таким образом насаживаю. Зашло с небольшим таким натяжением, но и клей я использовать не буду. Вот, насадил я до конца. Дальше буду обрабатывать. Что я сейчас сделаю? Во-первых, я покрою это сейчас масловоском сразу. Потом намечу отпил, ну, отпилю сначала при помощи резца, потом при помощи, ну, обычной ножовки. То же самое намечу отпил, вернее, сзади, пока я отпиливать не буду.
потому что мне надо еще сделать отверстие под сам резец. Так, еще надо отполировать, забыл. Сейчас отполирую, и самое главное, я пройдусь наждачкой 180-ки, именно вот так. Ну, предварительно я прошелся. Вот возьму сейчас 200-ю, но именно по волокнам, чтобы не было видно всех волосенцев. Ну вот таким образом я отполировал. Сейчас нанесу масло в воск. Нанесу сначала на, скажем так, неподвижную деталь, а потом располирую, потому что если во время движения, я думаю, что это все будет на мне. Вытащил я ручку, вот она, завернул ее в целлофан, стрейч-пленку, чтобы она просто не загрязнилась. Сделал отверстие 11 миллиметров. Дело в том, что если померить ширину вот этой части резца, которая будет заходить в ручку, то она имеет здесь там порядка 10 миллиметров. Здесь 9 с копеечками. Диагональ, она, конечно, неровная, 12. Так, сейчас здесь 12,34. Я сделал отверстие 11, может быть 11 там с небольшим. И сейчас я попробую насадить резец на резец ручку при помощи разогрева. То есть я разогрею вот эту часть преимущественно. И дальше сюда вгоню резец. Резец разогрел. Беру ручку и аккуратненько вставляю ее. И дальше при помощи киянки ну вот, удалось мне насадить резец. Как видите, держится он достаточно хорошо. Что касается прогрева, многие скажут, что я испорчу металл резца, но у меня резец зажат в тиски металлические, то есть идет теплоотведение сразу за счет соприкосновения металлических к поверхности. Ну и вот здесь вот, ну, тепло, скажем так. Здесь вообще, ну, может быть, немножко дошло тепло. То есть вот эта зона еще по-прежнему горячая. Понятно, что, возможно, я сделал это слегка кривенько. Вот так вот он сидит внутри. Я думаю, ничего его отсюда уже не достанет. Достаточно удобно. Возможно, вот эти вот сейчас остынет, я замажу клеем ПВА вместе с вот эти вот места замажу клеем ПВА с мелкой опилкой от наждачной бумаги. Это мой первый резец. Понятно, что сама форма вот этого резца не идеальна, надо было подработать само место посадки. Но это первый резец, с помощью которого я дальше буду точить. Сейчас немножко приберу, секунду. Ну, вот такой вот получился резец, который удобно брать, удобно точить. Вот с помощью вот этой вот груши, как я говорил, я могу чувствовать его. С помощью задней понимать, где он заканчивается, но и опять же иметь некий упор. Вот, осталось его заточить, подправить.
Ну а так, для начала, для первого резца, я думаю, очень даже неплохо. Еще я не отпилил заднюю штучку, вот эту вот бабышку. Ну, сейчас я ее отпилю и заполирую. Это уже время тратить не буду. Что бы хотелось сказать на будущее. У меня получилась трубка, здесь внешний диаметр 20, внутренний, ну, 17, может быть, там 17,5. В следующий раз, когда я буду делать, я буду заказывать специальные гильзы, они просто не успели прийти, где бы внутренний диаметр был как минимум 20, а то 22. Есть такие специальные гильзы для теплых полов. Вот они идеально сюда подходят. Либо буду использовать мебельную трубку, но внешний диаметр 25, она толщина по миллиметру, то есть где-то 23 миллиметра. Потому что, ну, очень стрёмно было сюда его засаживать, в этот резец. Потому что боялся, что это переломится. Ну вот, на этом все. Спасибо за просмотр. Задавайте вопросы. Что я сделал не так. Пока что меня все устраивает. Посмотрим, как будет в дальнейшем идти дело. Но осталось у меня 7 резцов. Сделаю 7 ручек. И покажу их, наверное, в следующих видео. На этом всем большое спасибо за просмотр. Пока. Смотрите мои ролики. А я буду продолжать делать ручки для резцов. Пока.